10 января 2024 года произошло историческое событие, которое раз и навсегда изменило крипторынок. Ведь SEC одобрила первый спотовый ETF на биткоин, который наконец-то позволил крупным покупателям, финансовым компаниям, банкам, а также фондам инвестировать в главную криптовалюту мира. И несмотря на то, что это событие запампило биткоин более чем на 100%, главная цель запуска ETF была вовсе не в росте, а в том, чтобы США полностью захватили биткоин и весь рынок криптовалюты в свои руки. Вы только посмотрите на этот график. Буквально за 8 месяцев ETF-фонды скупили 280 тысяч монет, которые даже по текущей цене превышают сумму в 16 миллиардов долларов. При этом, благодаря ETF, под контролем США сейчас находится почти 4% или почти 900 тысяч от всех биткоинов в мире. Начиная с января мы наглядно видим, как гигант BlackRock не перестает накапливать. И был только один единственный день, когда ETF самой большой инвестиционной компании в мире зафиксировала ток капитала. Также среди всех публичных компаний, которые владеют биткоином, первую строчку занимает американская корпорация MicroStrategy, контролирующая более 1% от общего оборота, после которой одна за другой идут компании именно из США. А что вы хотели, когда даже среди всех стран мира самым большим холдером продолжает оставаться Америка, что позволяет ей напрямую манипулировать биткоином? Ведь достаточно правительству создать пару транзакций, как цена биткоина идет вниз, что вы могли видеть в последнее время. Вот только фонды не упускают такую возможность, а наоборот откупают его на минимальных уровнях. И вы просто не представляете, насколько криптовалюта зависит от США. Ведь на биткоин влияют не только фонды, но и экономические события. Почти после каждого заседания ФРС или публикации данных по ИПЦ цена биткоина показывает активное движение, потому что чуть ли не 90% всех инвестиций идут со стороны Америки. Также это касается популярных крипто-СМИ, как, например, Cointelegraph, CoinDesk или The Block. Все они базируются в США и являются самыми приближенными источниками информации. А знаете, где находится самое большое крипто-комьюнити? Ну, конечно же, в американском Твиттере. При этом контроль рынка со стороны США дошел до такой степени, что даже по одному щелчку пальца ФБР ваши транзакции USDT будут заблокированы, а активы просто конфискованы, как это было в конце прошлого года, когда Tether начал сотрудничать с правительством США. И это лишь верхушка айсберга, по которой можно понять, что как бы мы ни говорили о полной децентрализации и независимости биткоина, нам стоит понять, что на рынке есть один крупный игрок, который на наших глазах делает все для того, чтобы стать главным монополистом криптоцифровой индустрии в мире. Это мне напоминает далекий 1776 год, когда Америка начала массово скупать золото, чтобы по итогу взять над ним полный контроль. И по факту время прошло, а ничего не изменилось. Разве что только теперь новым цифровым золотом является биткоин. Экономика США продолжает занимать первое место в мире, а доллар – это главная резервная валюта. Но даже это не спасает страну от инфляции и постепенного ослабления гегемонии. Особенно, когда страны начинают отказываться от нефти-доллара. Америка это прекрасно понимает и знает, что если она не будет контролировать более 60% хотя бы одного востребованного актива в мире, она раз и навсегда потеряет статус великой державы, которая долгие годы занимала лидирующие позиции на международной экономической арене. И сейчас большие компании видят, что спасением может стать именно биткоин. Но так ли это на самом деле, я вам подробно расскажу в этом большом ролике, где мы на основе сухих данных и официальной информации узнаем, сможет ли Америка полностью поглотить крипторынок. И что самое главное, я отвечу на вопрос, как это повлияет на ваш портфель и в целом отразится на всем рынке. Обязательно рекомендую досмотреть это видео до конца, ведь такую эксклюзивную информацию вы можете получать только на этом канале. И если вы желаете вторую часть, где мы соберем еще больше интересных фактов, давайте наберем 2000 лайков. Вам желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, мы начинаем! Что ж, дорогие друзья, идея для сегодняшнего видео у меня возникла после того, как в среду 14 числа был опубликован ИПЦ, который показал падение инфляции, что безусловно является положительным долгосрочным катализатором для биткоина. Но в рамках локального тренда биткоин наоборот скорректировался, ведь появилась новость, что как раз таки правительство США сделало еще один перевод 10 тысяч биткоинов на неизвестный адрес, что вероятно является прямой продажей. Именно после этого я понял, что эту тему стоит раскрыть более подробно, чтобы понимать, какой
влияние США оказывает на рынок. И, кстати, все вот такие актуальные новости, свежие отчеты, эксклюзивные прогнозы рынка и много всего другого вы можете найти в нашем телеграм-канале, где мы всегда на связи и делимся с вами только самой полезной информацией. Так вот, неужели только продажи от США вызвали недавнюю коррекцию рынка? Как я сказал в начале, у Америки есть большое количество биткоина, около 200 тысяч монет, которые постепенно продают. Перед вами график последних продаж, которые начались с апреля. И действительно, после каждого перевода цена биткоина падала. В первую очередь это связано с большими объемами, ведь не каждый день в сети можно зафиксировать такие транзакции, тем более от правительства страны. Как правило, такие новости негативно отражаются на общем настроении рынка, из-за чего многие инвесторы также начали продавать, что привело к сильному снижению цены. И это можно назвать эффектом домино. И будем откровенны, единственная страна, которая также повлияла на рынок своими продажами, была Германия. И даже покупка биткоина со стороны Сальвадора не оказала такой эффект, как продажа Америки. Это можно легко объяснить тем, что главные покупатели, которыми выступают фонды, базируются именно в США, на легендарной Уолл-стрит. Нам достаточно открыть вот такой список, где мы увидим, кто и каким количеством биткоина владеет. На первом месте находится всеми известный кит Майкл Сейлор, но Сейлор начал покупать биткоин в 2020 году, еще задолго до ETF, а когда 10 января SEC одобрила эти заявки, в игру вступили фонды во главе с BlackRock. И тут началось самое интересное, потому что если открыть данные по притоку и оттоку капитала, мы увидим прямую корреляцию с ценой биткоина. Ведь как только фонды накапливают, цена идет вверх, а когда продают, конечно же вниз. За примером далеко ходить не нужно. В четверг биткоин упал ниже 56 тысяч, но его цена быстро восстановилась. А знаете почему? Да потому что фонды откупили на коррекции на 11 миллионов долларов. И такое наблюдается со дня запуска ETF, за счет чего биткоин напрямую зависит от притока капитала фондов. Кстати, если взять институциональный интерес к биткоину, то он вырос на 27% во втором квартале этого года. И главными инвесторами в ETF на общую сумму 1,3 миллиарда долларов стали именно американские компании, как, например, банк Goldman Sachs. Таким образом, мы четко понимаем, что спрос на биткоин есть, а ETF-фонды оказывают влияние на цену биткоина. Активный интерес к биткоину мы наблюдаем со стороны американских инвесторов. И это не странно, потому что именно в США находятся 99% всех инвестиционных компаний и криптофондов, которые обеспечивают приток ликвидности на рынок. А вот уже на инвесторов США оказывают влияние экономические отчеты, такие как процентная ставка ФРС или данные по инфляции. Эти два базовых индикатора являются сигналом к покупке либо к продаже рискованных активов. И заметьте, биткоин никогда не реагировал на ИПЦ других стран, потому что в США более 15% населения инвестируют в крипту, а это более 50 миллионов человек. При этом в этом году инвестировать в биткоин стало еще проще, ведь запустили ETF. За 8 месяцев торгов ETF большие фонды успели накопить 280 тысяч монет, а общее количество составляет 880 тысяч, из которых 348 тысяч находится в руках BlackRock, что превышает 1,5% от общей эмиссии монет. Глава BlackRock Ларри Финк не первый год занимается инвестициями, и после запуска ETF он неоднократно говорил, что биткоин – это цифровое золото, хотя до этого только критиковал. Таким образом, теперь, когда в руках американских гигантов находится весомый кусок от этого криптопирога, мы должны понимать, что последнее слово всегда будет за фондами США. Само собой, это отражается на всем рынке и на наших криптопортфелях. Но скажу так, что с моего прихода в крипту прошло уже почти 5 лет, и поверьте, условия менялись каждый год, потому что рынок не стоит на месте, а постоянно развивается, из-за чего приходится адаптироваться под новые реалии. Именно поэтому сейчас необходимо анализировать притоки и оттоки капитала в ETF, а также следить за экономическими данными, чтобы зарабатывать на движении рынка. Но если у вас не хватает времени или знаний проводить качественный анализ монеты, то вы всегда можете присоединиться к нашей подписке Coin22 Pro, где команда профессиональных аналитиков ежедневно будет подготавливать для вас четкие точки входа на разные монеты, как, например, на шорт-сделку на токен Юни, на которую участники Pro заработали от 75% профита. А если вы новичок, на старте вам поможет наше пошаговое обучение с практическими уроками. И для получения полностью пассивного дохода мы соберем для вас индивидуальный спотовый портфель. Последние данные говорят о том, что рынок перешел в фазу накопления. Поэтому, чтобы заранее открывать прибыльные сделки и покупать перспективные монеты на дне, прямо сейчас переходите и напишите нам по ссылке в описании.
Если немного отойти от монополизации и активного накопления фондов, еще одной немаловажной темой, которую нам стоит затронуть, является децентрализация. Да, изначально крипта, конкретно биткоин, задумывался как альтернатива традиционной финансовой системе, но только без центрального органа управления. То есть все пользователи равны, у всех есть доступ к майнингу, и получить новые монеты, кроме как покупки или майнинга, конечно же нельзя. А за счет того, что блокчейн полностью открыт, мы еще видим все транзакции и балансы каждого пользователя. Но с каждым годом децентрализация начала отходить на второй план, особенно после того, как США начали проводить активные зачистки кошельков и блокировки аккаунтов. Самая масштабная такая кампания прошла в прошлом году, когда Tether заморозил 326 кошельков, на которых было более 435 миллионов USDT. Активы были заморожены для оказания помощи правительственным органам, включая Министерство юстиции США, ФБР и секретную службу. Тогда директор Tether опубликовал два письма и отметил, что компания стремится стать партнером мирового класса для США, чтобы расширить гегемонию доллара по всему миру. Но конкретно о гегемонии мы поговорим чуть позже, ведь сейчас вы, наверное, меня спросите, а как же Tether может заблокировать переводы USDT? На самом деле очень просто. Если перевод делается с биржи, то компании хватит отправить бирже запрос на блокировку транзакции по заранее указанной причине. В основном это ордер от ФБР или Министерства юстиции. В таком случае биржа не будет проводить данную транзакцию, а счет пользователя могут заблокировать или даже конфисковать. Но если речь идет о холодных или горячих кошельках, для этого у Tether есть такая вещь, как черный список, который активно пополняется. Способность Tether замораживать USDT основана на включении административных элементов управления в его смарт-контракт, специально разработанных для повышения безопасности. Блокировка означает, что владельцы активов не могут совершать никакие операции с замороженными монетами, которые по сути навсегда утеряны для своих владельцев. И ситуация в прошлом году показала, что США может подать запрос на блокировку любого адреса, который им не понравится, и Tether не будет задавать лишних вопросов, а просто его заморозит. Вне всякого сомнения, блокировка USDT нарушает принцип децентрализации и свободы криптовалюты и по факту является внесудебной конфискацией. Но те, кто решит спорить, может ждать такая же участь, как биржа Binance с ее гендиректором CZ, а именно огромные штрафы и тюремные заключения, потому что многим платформам проще заблокировать ваш аккаунт, чем в чем-то разбираться и вести расследование. Таким образом, США убивает децентрализацию, из-за которой многие пришли в крипту. Вот только из этого получается замкнутый круг, ведь все хотят, чтобы на рынок приходило больше крупных инвесторов и биткоин рос. Но это в свою очередь убивает децентрализацию, поэтому нужно чем-то жертвовать и принять тот факт, что глоток свежего воздуха в криптоиндустрии мы уже не получим. Хотя это было ожидаемо, ведь США просто не могли оставить без контроля рынок, который оценивается в 2 триллиона долларов, поэтому нам придется с этим смириться. Теперь, что касается гегемонии, о которой нам говорил глава Tether. В одном из наших прошлых роликов я вам рассказывал, что доллар является резервной валютой, в которой хранится 60% всех мировых резервов. Именно в этом и проявляется та самая гегемония. Но также я вам говорил, что начиная с 1913 года платежеспособность доллара упала на целых 97%, за счет чего мы все чаще слышим такое слово, как дедоларизация, потому что многие страны, в основном те, которые состоят в БРИКС, во главе с Китаем, хотят отказаться от доллара и перейти на альтернативные валюты. Ведь сами понимаете, когда 90% мировой торговли проходит в долларе, а страны хранят в нем свои резервы, это дает США большие преимущества. К тому же последние пару лет США борются с высокой инфляцией, а также рекордным госдолгом, который превышает 35 триллионов долларов. Но реально ли биткоин может решить проблему госдолга и дедоларизации? Если верить словам Трампа, то он несколько раз заявлял, что он сделает биткоин резервной валютой США, чтобы снизить госдолг. При этом сенатор Синтия Ламис уже сделала специальный законопроект, который обязует ФРС держать биткоин в качестве резервов. По факту все, что может помочь США погасить свой долг, это укрепление финансового положения страны. Одним из способов укрепить это положение является удерживание активов, которые со временем растут в цене. Средний биткоин рос более чем на 60% в год за последние 10 лет. Стоимость биткоина растет так быстро, потому что она имеет ограниченный объем в 21 миллион монет, что делает его дефицитным. Одна страна, которая уже имеет стратегические резервы биткоина, является Сальвадор, и он держит более 5000 биткоинов стоимостью 340 миллионов долларов. И на сегодняшний день страна заработала 38% или около 50 миллионов долларов. У США уже есть 200 тысяч монет, которые были конфискованы. Если бы США, например, получали 5% от всего предложения биткоина, то это реально могло бы помочь выплатить
значительную часть госдолга. Но только сами понимаете, что процесс принятия такого резервного актива будет далеко не быстрым, и на 100% биткоин не сможет заменить активы, которые обеспечивают резервы США уже долгие годы. Тем не менее, когда твои фонды контролируют весомый процент от общей эмиссии, сделать биткоин резервным активом гораздо проще. Также с недавних пор инвестиции в биткоин ETF активно поддерживают американские банки, как, например, Goldman Sachs, который только во втором квартале купил ETF на 418 миллионов долларов. При этом биткоин ETF владеют такие банки, как JP Morgan, HSBC, UBC и даже Bank of America покупают биткоин. А поскольку задача банков – это сохранить и приумножить, то биткоин они выбрали не просто так. Об интересе фондов к биткоину нам прямо говорил глава по цифровым инвестициям BlackRock. На конференции Bitcoin 2024 он сказал: биткоин пытается стать глобальной денежной альтернативой и потенциально глобальной платежной системой, в то время как эфириум лучше рассматривать как технологическую платформу для создания новых приложений. И при этом он добавил, что сейчас они не рассматривают перспективы запуска новых ETF на другие монеты, ведь основной интерес концентрируется именно вокруг биткоина, а также эфира. И это в очередной раз подтверждает те советы, которые я вам говорю в каждом видео, а именно то, что ваш портфель должен состоять на 70% из биткоина и на 20% из эфира. Но дальнейшее развитие криптовалюты в США не обойдется без предстоящих выборов в ноябре. Сейчас Трамп и Харрис активно строят свои предвыборные кампании на биткоине и криптовалюте. Трамп кричит, что он отправит биткоин прямо на Луну, а тем временем Харрис собирает круглый стол совместно с известными личностями из криптоиндустрии. И конечно же, что в первом, что во втором случае, это делается для победы на выборах. Ведь как сообщает Grayscale, около 46% избирателей заявили, что ждут дополнительные меры политиков, прежде чем инвестировать в криптовалюту. А если Америка создаст четкие правила регулирования рынка, то это реально привлечет еще больше новых инвесторов в данную индустрию. Но главными холдерами по-прежнему остаются фонды, через которые идут большие инвестиции в рынок. На протяжении всего сегодняшнего ролика я приводил вам большое количество наглядных примеров и доказал, что за последние годы криптовалюта слишком стала зависеть от США. И в этом, конечно же, помог запуск ETF, а также общее принятие со стороны холдеров. Сегодня криптовалюта очень актуальна для американцев, поскольку доминируют опасения избирателей по поводу финансовой стабильности, а также инфляции. Это отражается в ценностях избирателей, ведь многие граждане выбрали финансовую стабильность и возможность оплачивать счета, как вторую по важности ценность, опередив другие варианты, такие как семья, патриотизм и поиск цели. По мнению граждан, самой острой проблемой в Америке сегодня является инфляция. Этот вывод напрямую касается криптовалюты, и в частности биткоина, который обычно коррелировал с обесцениванием денег и ростом цен. Таким образом, нам нужно привыкать к новым реалиям и понимать, как сильно США влияет на крипту. В долгосрочной перспективе принятие биткоина в мире, уж тем более в США, будет расти. Конечно, нам скорее всего придется забыть про децентрализацию, но если мы хотим, чтобы биткоин рос и в конечном итоге пробил уровень 100 тысяч долларов, то нам нужно смириться, что это возможно только при помощи больших инвесторов, которые имеют миллионы долларов капитала. Рынок в любом случае будет меняться, но как я сегодня уже сказал, в плюсе остается тот, кто вовремя принимает правила этой игры и адаптируется к новым реалиям. Надеюсь, сегодня мне удалось раскрыть эту важную тему, хотя я прекрасно понимаю, что многие моменты остались нетронутыми. Поэтому я предлагаю вам продолжить обсуждение в комментариях, где вы можете писать свое мнение, прогнозы или задавать разные вопросы. Также обязательно подписывайтесь на Telegram, где вас ждет много новостей, и не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Вам, как всегда, желаю удачи, до скорых встреч!